рассказ называется «Стук в дверь». Эта история произошла со мной, когда мне исполнилось 18 лет. Сам я жил в городе, а вот мои дед и бабушка родом были из небольшой деревни, которая располагалась на краю леса. Молодежь уехала вся в город, и осталось в деревне 15 жилых домов. Природа тут была очень красивая. Тут тебе и река, и лес, а воздух какой чистый. И вот, как-то приходит телеграмма от бабушки. Она пишет моей матери, чтобы мы приехали к ним в гости. Мол, уже старые они стали, и повидаться охота. Я, услышав это, начал уговаривать маму взять меня с собой. Во-первых, я давно не был в деревне, а во-вторых, в городе летом просто ужас. Асфальт, жара, то ли дело в деревне. Можно на речке купаться. Хочешь загорай, хочешь рыбу лови. Или по лесу ходить с ружьем. И так все лето. К тому же там каждое лето приезжал у бабушкиных соседей внук Кости, с которым мы были знакомы и вполне хорошо с ним ладили. Мама на удивление легко согласилась. И вот мы уже ехали в поезде. После 9 часов на поезде и час езды на автобусе мы наконец-то добрались до деревни. Встреча была организована по высшему разряду. Присутствовали все родственники с деревни, как и принято. Выпили, вспомнили прошлое, поплакали, да разошлись по домам. Мне просто не передать вам мое настроение, когда я узнал, что Костя не приедет на это лето. Настроение мое упало. Так закончился этот долгий день. Стоит сказать, что дом у деда с бабушкой был довольно большой. Мне отвели место в дальней части, и только я устроился на кровати, как сразу провалился в глубокий сон. Проснулся я в хорошем расположении духа. Окно было открыто, и в комнате было настолько свежо и пахло разнотравием, что даже самый заядлый пессимист невольно бы улыбнулся. Я уже слышал, как на кухне готовится к завтраку. Бабушка с мамой смеялись, гремели посудой и накрывали на стол. Я быстро оделся, вышел поздороваться. Дед мой был егерем в местных лесах, а лес знал, как свои 5 пальцев, и очень интересно про него нам с Костей рассказывал раньше. Дед мне сказал: «Ну ты и вымахал. Теперь по лесу. Можно с ружьем походить, а?» После завтрака он предложил мне сходить на охоту, на что я с радостью согласился. Идти нам нужно было до старого охотничьего домика, что составляло около 12 километров до него. Сначала идти было легко, хоть яркое солнце и пробивалось сквозь кроны вековых гигантов, но в бару было прохладно. Умопомрачительный запах хвои и трав и непривычные для городского обывателя звуки множества птиц делали наш путь увлекательным. Мы останавливались на рыбалку, поймали 3 щук на уху. На речке было просто здорово, в общем блаженство. Но по прошествии некоторого времени начала накатывать усталость. Для тех, кто не был в настоящей тайге, скажу, что это не то место, которое показывают вам в кино, как будто там асфальтированная тропинка и по бокам маленькие елочки. На самом деле это поваленные сосны, камни, овраги. Дорога то уходит вниз, то круто идет вверх. Ветки так и хотят хлестнуть тебя по лицу. В общем, есть неприятный момент. К вечеру дня мы вышли на большую поляну. И дед сказал, что за ней и находится охотничий домик. Я с радостью хотел пройти прямо через поляну, но он остановил меня и сказал, что лучше это место обойдем. Я, проявляя весь свой юношеский пыл, начал спорить с ним, объясняя ему, что можно пройти прямо через поляну. Мы и так устали, а тут еще нужно лишние метры шагать. Но он почему-то не хотел меня слушать. Итак, я в плохом расположении духа отправился за ним обходить эту огромную поляну. Дед пытался разговаривать со мной, но я шел и молчал. «Поверь мне, так будет лучше», — сказал дед. «Каким образом?» — ответил я. «Ну хорошо, слушай. Раньше на этом поле косили траву всем селом», — начал свой рассказ мой дед. Оно делилось на пайки для каждого дома, и начинался сенокос. Делил поле староста деревни. Делил справедливо, никого не обижал. Но один раз мы с твоей бабкой чуть было не обиделись на него. Случилось это в один из дней, когда мы пошли с ней копну собирать. Пришли на свой участок и начали сгребать сено. Видим, вдалеке на другом участке работает одна девушка. Да только мы вдвоем одну копну собираем, а она за это время 3.
«Чей это участок?» – спросил тогда меня твоя бабушка. «Староста это участок. Вон и дочь его работает. Только почему-то одна. Да только смотри, какой староста себе участок ты взял. Трава густая, а раз так быстро на копны скидывает, вот хитрец». И продолжили работу дальше. Вдруг слышим, кричит нам что-то Маринка, так звали дочь старосты, и руками нам машет, зовет. Я и говорю твоей бабке: «Сходи, посмотри, что ей там надо, а я работу продолжу». Она ушла, а я остался работать. Проходит время, а она вся бледная приходит и говорит. Иду я к Марине, а она все дальше отходит и все зовет меня. Дошла я за ней до начала леса. Там она остановилась и улыбается стоит. Только испугалась я, не пошла за ней в лес. Что-то с Маринкой не то. «И что же было дальше?» – спросил я у деда, подогрет интересом. «Да ничего, продолжили работу. Смотрим, Маринка тоже на участок вернулась и сгребает сено. Потом опять кричать нам что-то начала и машет. Мол, идите сюда». Я твоей бабке и говорю: «Не смотри ты на нее. Видимо, на жаре голову перегрела девка». Так и закончили работу. Смотрим, а дочки старосты-то уже и нету. Вернулись в деревню. Бабка первым делом побежала к председательскому дому, узнать у Маринки, что же она хотела. Я остался дома, стал коня распрягать. Как вдруг вбегает твоя бабушка и говорит: «Нечистый это был», и ревет. «Да какой нечистый-то?» – спрашиваю я ее. «Ты что несешь?» Маринка с утра в город с отцом уехала на колхозном автомобиле. Тут мне стало не по себе, но доля сомнений еще осталась. Вдруг шутка чья дурная была. Успокоил я бабушку твою и занялся своими делами. Я и забыл уж совсем об этом случае. Как вдруг слышу, остановилась машина у дома председателя, и из нее вылез он с дочкой. Я узнал потом у водителя, что они действительно были весь день в городе. В следующие разы на сенокосе ничего необычного больше не происходило. Но, как оказывается, только у нас жители деревни начали говорить, что видят там разных людей, кто знакомых, кто незнакомых, а кто и самих себя. На собрании колхоза, пока не случилось еще чего страшнее, решили все вместе перенести сенокос на другие поляны. Благо, таковые у нас имелись. Хоть и поменьше, конечно, но без этой чертовщины. «И что, все закончилось?» – спросил я. «Да, больше никто ничего не замечал», – сказал дед. «Ну вот мы и пришли почти». И вправду, недалеко виднелась маленькая избушка, аккурат за этим полем. Только недавно, месяца два назад, когда я обход делал, продолжил дед, видел я самого себя на этом поле. Как самого себя? Да вот так. Смотрю, стоит, на меня пялится, улыбка на все лицо. И рукой так слабо машет, мол, иди сюда, ответил мне дед. А ты что? Что? Отвернулся, чуть не посидел окончательно и пошел дальше. Больше ничего и никого не видел. Скажу честно, меня пробрали в тот момент мурашки и стало не по себе. Ведь я шел совсем рядом с тем самым местом, где приключились все эти истории. Задумавшись над этим, я и не заметил, как мы пришли. Начинало смеркаться. Мы развели костер, сварили уху из пойманной нами рыбы, говорили о том, о сём, немного выпили. Я знал, что дед никому не расскажет про пару рюмок самогона, и начал готовиться ко сну. Охотничий домик представлял собой бревенчатую избу без окон, с массивной дверью и двумя лежанками. Вырубился я практически сразу, но проснулся от того, что услышал чьи-то шаги за дверью. «И чего не спится?» – подумал я, но увидел, что дед сидит рядом с керосиновой лампой и показывает мне, чтобы я молчал. Я тоже сел, но страшно не было. Я почему-то сразу подумал, что это медведь почуял стоянку и пришел поживиться чем-нибудь, что оставили люди. Мы же были за крепкими стенами избы, крепкой дверью и засовом, а также у нас были ружья. Но вдруг все стало тихо. Потом мы услышали, что кто-то обходит избушку. Снова тишина, и вдруг стук в дверь. Меня начало не на шутку трясти. Сердце забилось так, будто сейчас вылетит. Но дед был спокоен и сосредоточен. «Кто там?» – спросил он. Ответом была тишина. Только слабое шарканье и толчки в дверь. Я весь покрылся мокрым потом и крепче стал сжимать ружье. «Кто там?» – снова повторил дед. «Люди добрые, пустите!» – проговорил кто-то за дверью севшим голосом. «Мне бы только водицы попить, да дорогу показать». «Нет у нас воды,
и дорогу мы не знаем. Иди по добру, по здорову, ответил ему мой дед. Впустите. Снова раздалось за дверью, и сопровождалось это резким стуком в дверь. Что это за херня? Дрожащим голосом выдавил я из себя. Не знаю, ответил мне дед. Но ни ног, ни тени нету, и показал пальцем на щель между полом и дверью. Я посмотрел туда и не увидел ничего, хотя в дверь толкались и стучались. Мне стало плохо. К горлу подступил ком, в висках застучало с такой неимоверной силой, что мне казалось, будто голова моя сейчас лопнет. А стуки в дверь и фраза «впустите» Пустите. до сих пор продолжались. Потом в дверь начали биться с такой силой, что я не на шутку испугался. А выдержит ли она? После этой мысли я потерял сознание. Пришел в себя уже утром. Дед сидел у открытой двери и судорожно курил. Он рассказал мне, что весь этот ужас продолжался до рассвета. Потом все просто стихло. Мы быстро собрали вещи и ушли оттуда. С тех пор я никогда не ночевал в тайге, и тем более не пил там спиртное. С меня хватило и одного раза. Я все думал про ту ночь. Кто или что это было? И что бы случилось, откроем мы тогда с дедом дверь. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.